Здравствуйте, друзья! Меня зовут Владислав Панков, и я врач-ортодонт из Санкт-Петербурга. В интернете вы можете найти целую кучу вариантов исправления прикуса без участия ортодонта. И в этом видео я хотел бы рассказать вам о том, насколько хороши они с профессиональной точки зрения. Красивая улыбка кардинально меняет нашу внешность к лучшему. Поэтому очень многие задаются вполне резонным вопросом, можно ли как-то помочь своей проблеме, не привлекая ортодонта, не тратя силы, деньги на исправление прикусов в клинике. И дальше я вам расскажу о наиболее распространенных способах исправления прикуса в домашних условиях. И номер один – это исправление прикуса с помощью механического воздействия на зуб. Имеется в виду подталкивание его языком или пальцем. Очень хорошо работает, по мнению некоторых сайтов, в случае, если у вас торчит из дуги какой-то один зуб. Воздействуя на него в течение определенного времени, вы можете несколько улучшить вашу ситуацию. Не стоит забывать, что передвинуть зуб можно при регулярном воздействии. Под этим я подразумеваю ежедневное многочасовое нажатие, а именно от 8 часов и выше, и на протяжении многих месяцев. Поэтому подумайте, достаточно ли дисциплинированы для этого. Ведь именно такое время требуется для того, чтобы в пародонте начали происходить процессы перестройки, и зуб действительно куда-то подвинулся. Кроме того, для исправления позиции зуба требуется не только механическое воздействие, требуется еще и свободное пространство, ведь именно из-за его нехватки зубы становятся неправильно, а нажатие на зуб никоим образом не увеличит место в вашем зубном ряду. Тренеры – это двучелюстные силиконовые аппараты, которые эффективны при ношении от 8 часов в сутки. Ортодонты назначают их детям, так как они корректируют мышечное равновесие и способствуют росту челюстей, что в детском возрасте, в период роста, помогает устранить некоторые проблемы. К сожалению, во взрослом возрасте тренеры неэффективны, так как скелетный рост уже давно завершен, и тренеры не могут выполнять свою непосредственную функцию. Но если вы хотите попытать счастье, для этого даже не обязательно идти в клинику. Достаточно зайти на AliExpress и заказать понравившийся вам аппарат, главное угадайте с размером. Если у вас что-то получится, то обязательно напишите в комментарии. Мы порадуемся за вас и обязательно исследуем ваш случай. Эластопозиционеры. Это похожие на тренеры двучелюстные аппараты, сделанные из более мягкого пластика, имеющие выемки под зубы. Действуют по принципу трафарета. В некоторых случаях могут несколько уменьшить скучность зубов или уменьшить выпирание отдельных зубов. Но, к сожалению, никогда полностью не исправляют аномалии. Кроме того, вопрос удержания результата тоже стоит достаточно остро. Потому как никаких ретейнеров нет, потребуется носить этот аппарат довольно длительное время. Кроме того, стабильность полученного результата остается под сомнением. Поэтому в современной ортодонтии эластопозиционеры практически не используются. Номер 4. Всем известные детские ортодонтические пластинки. Многие люди испытывают ностальгию по советским поликлиникам и разноцветным пластинкам, с которыми они успели познакомиться в детстве. Поэтому нередко задают вопросы, можно ли во взрослом возрасте использовать их для коррекции прикуса. К сожалению, в большинстве случаев ответ отрицательный. Во взрослом возрасте пластинки используются лишь в редких случаях для коррекции скелетных аномалий, но это требует большого опыта и специфических знаний. Номер 5. Исправление промежутков между зубами с помощью нитей или резинок. Обратите внимание на эти картинки. В интернете можно найти советы и истории о том, как люди использовали подобные процедуры для того, чтобы улучшить свою внешность. Но, к сожалению, подобные эксперименты могут нанести очень серьезный ущерб вашему здоровью или даже привести к потере зубов. Поэтому, пожалуйста, не повторяйте опасные эксперименты и доверяйте здоровью ваших зубов профессионалам. Вариант номер 6. Отлично подойдет тем, у кого есть знакомый стоматолог. Для этого потребуется заказать с полкилограмма брекетов на eBay и еще каких-нибудь дуг и прочих там ортодонтических штучек.
Ну и попросить вашего знакомого поиграть немножко в ортодонта и зафиксировать вам брекеты, ну а дальше вы уж как-нибудь разберетесь. Такой вариант, к сожалению, не менее опасен, чем предыдущий. Брекеты – это обоюдоострое оружие, и неграмотное их использование может привести к крайне серьезным осложнениям. Поэтому использовать их должен только подготовленный специалист и при условии грамотной и полной диагностики и составления адекватного плана лечения. Только в этом случае вы можете рассчитывать на то, что результаты лечения вас порадуют и сохранятся на всю жизнь. И кроме того, ваши зубы останутся в целости и сохранности. Номер 7. Виниры. На многих сайтах виниры позиционируются как замечательная и полноценная замена брекетам. К большому сожалению, это не так. Виниры – это чудесная технология, которая помогает при нарушении цвета, формы, размеров зубов. Но, к сожалению, исправить скученность она не в состоянии. Виниры и коронки могут лишь замаскировать скученность зубов. Причем маскировка эта неполноценная, так как корень зуба остается в первоначальном неправильном положении, а коронка или винир ставятся так, как стоял бы ровно стоящий зуб. В результате между коронкой и корнем зуба образуется угол, и на зуб приходится неосевая нагрузка, что приводит к перегрузкам пародонта, рецессиям десны, и, как вы понимаете, долгосрочный прогноз таких зубов довольно сомнителен. Кроме того, чтобы поставить виниры или коронки на неправильно стоящие зубы, требуется очень серьезно обточить их, а в ряде случаев даже депульпировать. Как известно, зубы после эндодонтического лечения – это дополнительный фактор риска в долгосрочной перспективе. Резюмируя, хочу сказать, что виниры могут использоваться лишь в случаях очень небольшой скученности зубов, если требуется дополнительная коррекция цвета, формы и иных параметров. Если же вы хотите ставить виниры в любом случае, то есть смысл поставить брекеты на небольшой срок, чтобы исправить основную массу скученности и на более или менее выровненные зубы уже ставить виниры. Это гораздо более физиологично и позволит оставить ваши зубы живыми и сохранит их на долгие годы. Теперь касательно стоимости. Стандартный комплект из 6 виниров на одну челюсть стоит приблизительно 120-150 тысяч, что вполне сопоставимо с стоимостью полного ортодонтического лечения. Резюмируя, хочу отметить, что брекеты и виниры – это не взаимозаменяемые, не конкурирующие технологии. И что хорошо в одном случае, то абсолютно недопустимо в другом. Хочется сказать, что часть из перечисленных выше способов эффективны лишь в очень небольших пределах. Часть вариантов, такие как тренеры или пластинки, эффективны только в период роста, то есть у детей до 11-12 лет, а часть вариантов откровенно опасна. В заключение хочу сказать, что если вам не нравится ваша улыбка, и вы хотели бы исправить прикус, всегда есть смысл сходить на консультацию к ортодонту, а может даже к нескольким, описать им вашу ситуацию, ваши пожелания и финансовые возможности, и вместе с ними выбрать наиболее адекватный и грамотный способ решения вашей проблемы, который может включать как брекеты, так и прозрачные поликарбонатные капы, лайнеры и другие варианты, которые используются в некоторых локальных нарушениях, такие как частичная брекет-система или какие-то конструкции, которые стоят гораздо дешевле, но могут помочь исправить какой-то локальный дефект. Ставьте лайки, если это видео было вам полезным, и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео о самых распространенных аппаратах для исправления прикуса.